«Вон за той машиной», — сказала девушка, запрыгнув на заднее сиденье автомобиля. «В шпионов играем», — улыбнувшись, спросил водитель. «Да что-то вроде этого», — с улыбкой ответила Лиза, хотя на душе ее все было печально. Ей вовсе не хотелось следить за собственным парнем, тем более который скоро станет отцом ее ребенка, но его поведение не оставляло ей выбора. Никита в последнее время стал каким-то замкнутым и неразговорчивым. Его явно что-то терзало, но он боялся признаться своей девушке. «Твой ненаглядный к цветочному ларьку припарковался». Голос таксиста вырвал девушку из раздумий. «Го, целый букет тащит», — изумился он. Сердце девушки сжалось от обиды и боли. «Значит, все-таки другая. Сейчас вы оба у меня получите», — решила про себя девушка и, взяв себя в руки, спокойным голосом сказала таксисту, чтобы он и дальше ехал за автомобилем Никиты. У себя в голове Лиза прокручивала сотни сценариев, представляя, как застанет любимого за изменой, как посмотрит ему в глаза, поймав его на обмане. Но ни один из вариантов развития событий, придуманный девушкой, не оказался верным. Внедорожник Никиты припарковался у городского кладбища. Все что угодно, но такого себе представить Лиза не могла. Ее парень, взяв цветы, отправился к чьей-то могиле. А оказывается, она так мало знает о своем парне, с которым планировала связать всю свою дальнейшую жизнь. Сунув несколько купюр таксисту, Лиза попросила, чтобы он подождал ее, на что тот с готовностью согласился. Видимо, ему и самому было интересно узнать, чем же закончится эта история. Никита подошел к могиле девушки, чуть старше Лизы, и положил цветы. Постояв немного, он что-то сказал и, развернувшись, зашагал к выходу, едва не увидев Лизу. Лиза сама себя проклинала за то, что она сейчас делает, но другого выхода не было. Ей нужно было выяснить, что скрывает от нее тот, кого она называет любимым. Внедорожник вновь скрылся за поворотом, когда Лиза с таксистом начали его преследование. «Получается, не для любовницы цветы он вез?» — спросил таксист, глядя на Лизу в зеркало заднего вида. «Получается, что так», — согласилась она, все еще будучи погружена в собственные мысли. Еще больше она удивилась, когда машина Никиты подъехала к детскому дому, и через какое-то время вышла женщина-воспитатель, держа за руку девочку лет 5. Она кинулась к Никите, и тот, подхватив ее на руки, начал кружить и целовать, прижимая к себе. Теперь картина в голове Лизы совсем не складывалась. Не было никакой любовницы, а была маленькая девочка, которая почему-то жила в детском доме. Кто она? И почему Никита никогда не говорил о ней? А эта женщина на кладбище? Все эти вопросы не давали Лизе покоя. И, наконец, встретившись вечером со своим парнем, она высказала ему все, что знает, и призналась в том, что следила за ним. Никита выслушал ее, опустив голову. После ее вопросов он какое-то время сидел молча, обдумывая произошедшее, а потом вдруг сказал: «Ты знаешь, а так, наверное, даже лучше. Я уже давно собираюсь рассказать тебе все». И он грустно улыбнулся. «Та девушка на кладбище — это Наташа. Мы встречались с ней 6 лет назад. Она мне очень нравилась». Никита задумчиво смотрел куда-то в пустоту, будто погружаясь в то самое время. А потом она куда-то пропала. На этих словах он перевел взгляд на Лизу, отчего ей даже стало не по себе. Я искал ее, звонил, но все было бесполезно. Телефон был недоступен, а в кафе, где она работала, мне только сказали, что ее бабушке в каком-то селе стало очень плохо, и она, бросив все, сорвалась туда. Что это за деревня была, мне так и не удалось выяснить. А потом я встретил тебя». Никита улыбнулся. Встретил и влюбился, как мальчишка. На самом деле, я даже не подозревал никогда, что так можно любить. На этих словах у парня покатились слезы. Было видно, что он не врет. И сейчас он откровенен с ней, как никогда. А откуда же я тогда знал, что Наташа не одна сбежала от меня в эту таинственную деревню? Улыбнувшись, он будто бы адресовал свой вопрос Лизе. «Не одна. А с кем?» — изумилась девушка. «А с той самой девчонкой, которую ты видела возле детского дома».
пояснил Никита, глядя куда-то в пол. Ее Маша зовут, и она моя дочь. Представляешь? На этих словах Никита тихо засмеялся, рискуя вот-вот заплакать. А я и сам только недавно узнал об этом. А дочь моя все это время в детском доме живет. А что с Наташей случилось? Почему она умерла? Присев рядом с Никитой, Лиза положила ему руку на плечо, стараясь хоть как-то поддержать своего парня. Мне сказали, что она во время родов умерла. Он снова вытер глаза, наверное, чтобы сдержать слезы. А мне только недавно подруга Наташкина все рассказала. А я ведь даже и не подозревал ничего. А потом, обернувшись на Лизу, он сказал: «Теперь ты все знаешь, родная». Я оказался парень с сюрпризом. На этих словах он горько улыбнулся. «Я очень тебя люблю. Больше жизни. Но и дочь оставить там не могу. Если ты готова принять нас обоих, то я буду счастлив». Лиза была ошарашена этим рассказом. Она могла ожидать всего чего угодно, но то, что у ее любимого есть дочка, да еще и в детском доме, такое не могла предвидеть даже ее женская фантазия. «Дурак ты», потеребив парня по волосам, вдруг сказала она. «Я думала, что у тебя любовница, а он о ребенке мне сказать боялся». Улыбаясь и обнимая своего парня, сказала она: «Разве я могу от ребенка отказаться, когда сама скорой мамой стану?» Никита все понял и крепко обнял свою девушку, спрятавшись в ее волосах от всех бед на свете. «Как же я счастлив!» — прошептал он Лизе на ухо. «Ты самое большое мое благословение», — сказал он и поцеловал будущую мать своих детей. Вскоре Никита и Лиза поженились. Теперь они стали мамой и папой сразу для 2 детей. Первым делом они забрали Машу из детского дома, а вскоре у них появился сын Ваня. Кажется, счастье поселилось в их большой и шумной семье. Лиза смогла принять и полюбить Машу, как собственную дочь, и та отвечала ей взаимностью. Все-таки насколько это важно — уметь слышать и понимать любимого человека. Ведь если бы Лиза не смогла тогда понять своего парня, то и всего этого у них сейчас бы не было. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.